Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбаева-Розбакова написан пятитомный роман «Манас» в прозе на кыргызском языке. Затем я перевел это свое произведение на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, тот может приобрести оба варианта моего произведения на указанном сайте. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии эпоса «Манас» с Еметеем. Мною сейчас закончен первый том с Еметеем. Сейчас я работаю над вторым томом данного произведения. А сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа «Манас». В этом саду Алоке также в изобилии водятся водные животные. В искусственном озере плавают разноцветные рыбы. В саду Алоке держится за крепкой стеной дракона длиной в 400 саженей. Он, если увидеть издалека человека, то сразу притягивает ее к себе и съедает. Но хан, державший многих диковинных зверей и чудищ, однажды допустил большую оплошность. Много лет тому назад один из таких драконов сбежал из сада и захватил один из городов. Он стал известен как город, захваченный Маром, змеем, и прославился на века как город Маргалан. Это непревзойденный сад, где бродящий по нему человек забивает свою печаль, и душа его радуется небывалой красоте. Его днем и ночью круглосуточно непрерывно охраняет 400 силачей, вооруженных громадными, как котел, палицами. В тот день, когда Манас выступил в поход на Анжиран, Алоке зашел утром в свой сад. Приветствуя его приход, начали греметь 600 труб, играть в флейте и визжать свирели. Бродивший по саду около часа, хан зашел переливающийся 80 цветами шатер, установленный в самом тенистом месте. Он способен спокойно поместить 6000 человек. Войдя в него, Алоке уселся на золотой трон. Возле него стояли 400 визирей. Безопасность хана охраняли 90 силачей с могучими, как у быка, шеями, с толстыми кожами, как у слона, скрежетавшие зубами, как зимние верблюды. Здесь же находились 6 колдунов, заранее предвидевшие все на предстоящие 6 лет. Все они ожидали приказов и распоряжений своего повелителя. Хотя против кыргызов была собрана громадная армия, все равно все трепетали перед львом Манасом. Несмотря на то, что перед ними стояло такое многочисленное, мощное войско, под звуки гремящих барабанов, грохоча, как падающая гора, бушуя, как заволновавшееся озеро, ни на мгновение не колеблясь, Манас ворвался в Андижан. Затем он направился в сад Алоке со своими богатырями. Китайцы не осмелились оказать им какое-либо сопротивление. Чтобы сообщить страшную весть о приходе кыргызов, к Алоке подбежал рослый, смуглый начальник стражи сада. «Повелитель», — торопливо и взволнованно проговорил он, — «в город вошли кыргызские воины». «Ты это серьезно?» — испуганно вскочил с места Алоке. «Где они?» «Когда я шел сюда, они приближались к саду», — ответил начальник.
От страха Волоке глаза полезли на лоб. Встав с места, он выбежал наружу. Как говорил начальник, в сад входили вооруженные до зубов кыргызские воины. Если у некоторых из них в руках были копья, то у других поблескивали на солнце длинные мечи. От того, что все кыргызы были хорошо вооружены и закованы в синие доспехи, хан еще больше испугался. Впереди них ехал на куле Манас, возвышаясь над ним, как гора. Увидев издалека грозный вид богатыря, китайский хан чуть не потерял сознание. У этого кыргыза ресницы, как огонь, глаза, как горящие угли, а сказанное слово — пущенная стрела. С дрожью подумала Локе. Если он посмотрит сурово, то кажется, что это ангел смерти Азраил. Никто не сможет одолеть такого человека, имеющего силу тысячи богатырей. Манаса лоб, как у льва, каменное сердце, слоновая хватка, тонкий нос, красные глаза, изогнутые брови, острый язык, глубокий ум, терпеливый характер, широкий рот и страшный гнев. Поэтому все его приказы беспрекословно исполняют его подданными. Судя по его внешнему виду, никто не сможет одолеть Манаса на копьях, стреляя из оружия или сражаясь иным способом. Поэтому мне необходимо быть вежливым и ни в коем случае не злить его. А Локе, испуганно дрожа, был не в состоянии что-то предпринять, кроме как жалостливо смотреть на своих врагов. Не обращая на него никакого внимания, кыргызы слезли с лошадей и разбрались по саду. Шутя и смеясь, они стали выбирать самые спелые плоды деревьев и кушать их. А их вожаки во главе с Манасом подошли к Локе. Хан, совсем потеряв рассудок, еле поздоровался с ними, повел их к своему шатру. Но, как китаец не боялся, все равно он не терял надежды победить врагов. В моем чудесном зверинце есть львы, способные вмиг сожрать тысячи преступников, подумала Локе. Если Манас захочет их увидеть, я отправлю всех туда, откуда нет возврата. Когда дикие звери растерзают их, остальные алаши поневоле подчинятся мне. Войдя в шатер Локе, Манас сел на золотой трон. Остальные богатыри во главе с Бакаем и Кыргылом уселись на стульях, стоявших рядом с ним. А Локе и его вельможи даже не подумали сесть при кыргызах. Дрожа от страха, прижав руки к груди, они столпились у входа. Манас с интересом осмотрел внутренности шатра и его украшения. Ты построил хороший, очень большой шатер, в котором спокойно поместится 1000 человек в Локе, сказал богатырь. Получилось удобное место, где гости спокойно могут отдохнуть, покушать и в волю повеселиться. Богатырь низко поклонился Локе, прижимая обе руки к груди. Чтобы построить этот шатер, я использовал труд самых лучших мастеров моего ханства. По его приказу в шатер вошли работники, державшие в руках подносы, уставленные разнообразной едой. Что это? Удивленно спросил Манас. Богатырь, ответила Локе. Я подумал, что вы устали с дороги и велел приготовить еду. Сейчас полдень, время для обеда. Отведайте еды, богатырь. На его радость Манас отказался от предложения и выразил желание увидеть знаменитый зверинец Локе. Я много слышал от людей,
что у тебя есть невиданный в мире зверинец. Это правда? Вопросительно посмотрел Манас. Да, правда, ответил, скрывая свою радость Алоке. Покажи мне его, потребовал мужественный богатырь. Сам Бог внушил ему эту мысль, обрадовался про себя хан. Теперь я отправлю всех скопом на тот свет, к их предкам. Может быть, вам стоит сначала пообедать, а потом идти в зверинец? Спросил, скрывая свои подлые замыслы Алоке. Нет, отрицательно покачал головой Манас. Мы не так проголодались. Веди нас в зверинец. Вне себя от радости китайский хан повел за собой Манаса и богатырей к месту, где содержались дикие звери, на которых он так надеялся. Лежавшие же железными клетками тигры, не в состоянии дотянуться друг до друга, не в силах скрыть свою ярость от бессилия, громко рычали. Услышавший их рев человек от страха чувствовал дрожь во всем теле. При виде подошедшего человека, стремясь его скушать, тигры начинали трясти железную клетку и остервенело грызть ее железные прутья. Не в состоянии выбраться наружу, устав от бесплодных усилий, они издавали грозный рев и отходили обратно внутрь клетки. Будь у Манаса даже 1000 жизней, мои тигры не оставят его в живых, понадеялся Локе. И, открыв ворота железной крепости, пустил кыргызов вовнутрь. К сожалению, все вышло не так, как хотел хан. Тигры не бросились на Манаса, чтобы сожрать его. Наоборот, не смея даже оглянуться, они стали, что из силы, удирать от кровопийцев. Не давая им сбежать, Манас схватил некоторых из них и начал крутить им хвосты. Потрясенные этим, испуганные тигры, дрожа от страха, сбились в кучу. Выражая свою покорность, они, как кошки, начали ластиться к богатырю. При виде такого унижения Алоке пришел в ярость. Те, кого я считал тиграми, дикими зверями, оказались обыкновенными кошками. От души выматерился про себя хан. Я просто поражен, почему они не стали нападать на Манаса. Как бы отвечая его затаенным мыслям, один из тигров с раздвоенным хвостом, намереваясь сожрать Манаса, бросился на него. Богатырь на лету перехватил его за ухо и хвост. Что-то за ошалевший зверь, разгневанно произнес Манас. Покрутив тигра, как степную лисицу Алтая, над головой, он бросил его на землю. Грохнувшись об землю, тигр с разрубленной головой и спустил дух, неподвижно замер. Увидев это, остальные тигры еще больше перепугались. Несмотря на то, что были голодны, прижав хвосты, они бросились со всех ног бежать от богатыря. По дороге им встретился рослый, широкоплечий, смуглый смотритель Агунук, всегда ухаживавший за ними. Разозленные звери немедленно набросились на смотрителя и вмиг рассержали его. А Локе, ждавший смерти Манаса, чуть не упал при виде такого безобразия. Что это за невиданное чудо? Чуть не заревел он от гнева. Почему звери не тронули Манаса, а съели Агунука, не оставив даже косточки от него? Ни один из них не стал причинять зла кыргызу, и все удрали, чтобы остаться живых. Крайне опечаленный тем, что не удалось прикончить Манаса, а Локе горестно вздохнул. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.